Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Всем спасибо за то, что вы смотрите и комментируете мои обзоры. Если вы еще не подписались на мой канал, то можно это сделать очень просто. Нажмите кнопку под видео с надписью «Подписаться». Также в конце видео в нижнем правом углу появляется логотип моего канала, нажав на который также можно оформить подписку на мои видео. Сегодняшний обзор я хочу посвятить масштабной модели Москвич Пикап, который производился с 1978 года сначала на заводе Тантал, а чуть позже вплоть до 1991 года на заводе Родон. После 1991 года модель продолжали производить вплоть до 2012 года силами российских заводов Агат, Инкотекс и Массар. Это, наверное, единственный случай, когда масштабная модель саратовского завода сделана не по серийному автомобилю. Информации о существовании реального пикапа на базе Москвич 408 и 412 найти мне не удалось, хотя фотографии по такой модели найти в интернете можно. Скорее всего, они переделывались на заводе кустарными методами для внутренних нужд и в массовую продажу не поступали. Известно также о переделках в пикапы советских москвичей, которые шли на экспорт, но это опять же полукустарный способ, а не промышленный. Более-менее серийно пикапы производились на Ижевском автозаводе, причем на базе 412 москвича, и чаще их можно увидеть именно под логотипом ИЖ. Масштабная модель Москвич Пикап была почти полностью металлической, не считая пластиковой фурнитуры. Хромировались у модели бампера, решетка радиатора и двигатель, который мог устанавливаться в эту модель как от 408, так и от 412 москвича. Надпись «Москвич» на задней части кузова отсутствовала. Эта модель примечательна тем, что она является единственной среди всей линейки москвичей, у которой открываются двери и капот. Есть, конечно, модель с открывающимися дверями Иж-комби, но она без открывающегося капота. Модели Москвич Пикап был присвоен каталожный номер А19. По легенде, самые ранние и, возможно, предсерийные модели этого пикапа, которые появились в свет примерно в 1976-77 году, были переделкой модели Москвич 433 или 434. Их отличительной особенностью, кроме этого днища, также были хромированные поручни, круглое окошко и пластиковый пол в багажном отсеке. В массовое производство они не пошли в таком виде, и вскоре появился вариант уже более известного всем пикапа без всех этих особенностей. В основное производство модели поступили немного позже, в 1978 году. Так как эта модель появилась позже основного модельного ряда москвичей, то ей уже не были характерны все ранние признаки моделей предыдущих периодов. Модели до 1979 года имели капот так называемого третьего типа, то есть с двумя зажимами. Капоты более ранних вариантов на них не устанавливались уже в то время. Решетка радиатора могла быть как 4 и 2 круглыми фарами с сеточками, так и с 2 прямоугольными фарами и более толстой полосой посередине этой решетки. Эмблема на решетке радиатора подкрашивалась красной краской. Задние бампера у модели с более короткими клыками по сравнению с поздними. Диски колес уже шли обычные с колпаками, но они были ранние без небольшого выступа посередине. Шрифт на днище в ранних моделях отличается от более поздних. Надпись «Москвич Пикап» и «Сделано в СССР» идут более крупно, чем в более поздних моделях. Двигатель на ранних моделях идет без детальной проработки высоковольтных проводов на нем. Примерно с 1979 года капот стал крепиться на 3 отдельные петельки и так до самого конца производства. В период 1982-1983 года на днище Москвич Пикап появляется надпись «Made in USSR», а шрифт изменяется. Надпись «Москвич Пикап» и «Сделано в СССР» идут мельче, чем в более ранних. В середине 80-х годов на решетке радиатора с круглых фар исчезают сеточки, а позже на решетке с квадратными фарами исчезает толстая полоса посередине. У всех моделей до 1991 года на кабине сзади полосы нанесены не на одном уровне. Примерно в 1986-87 году с днища пропадает каталожный номер А19, эмблема на передней решетке не подкрашивается красной краской и меняется форма бамперов сзади, клыки становятся длиннее. Двигатели устанавливаются нового варианта с более детальной проработкой высоковольтных проводов. На колпаках колес посередине появляется выступ.
После 1991 года модель продолжает производиться в неизменном виде с металлическим днищем, но надписи «Москвич Пикап» и «Сделано в СССР» уже могут встречаться как мелким, так и более крупным шрифтом. Более поздние модели 2000-х годов производятся уже с пластиковым днищем. Изменяется хромирование модели, она становится менее качественным и более светлым. Покраска модели становится более разнообразной по цветовой гамме. У моделей после 1991 года на кабине сзади полосы нанесены на одном уровне, что отличает их от более ранних моделей советского периода. В этот период модель чаще комплектуется сиденьями черного цвета. Москвич Пикап бутылочного цвета в моей коллекции относится к более раннему периоду выпуска до 1979 года. Прежде всего это видно по капоту, который по конструкции на два зажима. Коробок на эту модель известно несколько вариантов. Самые редкие и дорогие это новоэкспорт, олимпийская и юбилейная. Цены на них иногда выше самой модели. Самая частая и сравнительно недорогая разноцветная, так называемая радужная коробка. Цена на эту модель в хорошем состоянии и без номера стартует от 15-20 долларов. Номерные модели торгуют по 30-50 долларов. Модели с редкими цветами, памятными надписями или интересными комплектациями по цене могут доходить до 150-200 долларов. Редчайшие экспериментальные или предсерийные модели могут стоить не менее 1000 долларов. Однако установить их оригинальность, наверное, смогут только эксперты в этом деле. Всем спасибо за просмотр этого обзора. Надеюсь, информация оказалась полезной и интересной. Всем хорошего дня и до встречи на моем канале.